Всем доброй ночи. Этот шепоток я не опубликую, не подарю всем подряд. Но поскольку есть очень много людей, которым нужна помощь, нужно встать, нужно начать жить, а там дальше уже они сами могут провести мои работы и исправить свою жизнь. А также бывают случаи, когда ребенку нужна помощь. Ребенок капризничает, его рвет, у него температура непонятно почему поднимается и не опускается. Одним словом, я хочу сейчас прошептать шепоток моей прабабушки, который она передала моей бабушке, матери. Это у нас в семье осталось, и его я подарить, раскрыть точно не смогу. Также два заговора, которые нужно произносить шепотом, тоже полученные от женщин, старых бабушек, которые мне оставили. Одна из них наша родственница, другая нет. Итак, я так и назову спасительный шепоток, потому что этот шепоток вернет вас к жизни. Когда вы чувствуете, что у вас нет силы жить, когда вам все время хочется спать, когда вы уставшие, когда у вас нервы, когда у вас беспричинная агрессия, когда жизнь начинает рушиться, этот шепоток, произнесенный моим голосом, поможет вам встать на ноги. Дальше вы должны будете провести чистку потом самостоятельно, начитать, может быть, на удачу, чтобы вернуть себя к жизни. Но изначально, когда у человека нет сил, а иногда эти силы, которые питаются нами, которые насланы на нашу голову, не дают нам встать с места и что-либо для себя сделать, чтобы себя спасти. Это как плохие квартиранты, которые не хотят уйти. Они питаются вашей энергией и будут делать все для того, чтобы вы себя не спасли. Точно так же относится и к детям. Бывают, люди живут в селениях, где нет возможности прямо сейчас возить в больницу, или скорую надо долго ждать. Наши дороги, которые оставляют желать лучшего. В этих случаях этот шепоток отсрочит беду, а иных поднимет на ноги и заставит жить и действовать. Берете булавку, раскрываете, и острием булавки касаетесь слегка какой-либо части вашей плоти. Руки, ноги, неважно. Включайте запись. Вы начнете ужасно зевать. Если вы проводите для ребенка, то ребенок будет зевать, может быть, поплачет в это время. И вы в том числе будете зевать. Слова вы не разберете. Это не на русском языке, поэтому не старайтесь. В шепотках ведьм есть сильные вибрации. И шепотки – это те волны, которые пробуждают определенные силы. Силы слышат не как мы с вами. Мы можем слышать и громкий звук, и крик, и шепот. Определенные силы слышат определенные вибрации голоса, определенную волну. Некоторые силы слышат шепот только, некоторые только громкий звук, некоторые средние, когда читают. У них совершенно другое. Так вот, шепотом шептуни, ведьмы призывают те самые силы, которые должны в этот момент помочь. Как правило, шепотом вызывается спасение. Я буду произносить, вы просто касаетесь острием
своей плоти. Это будет длиться долго, но в конце, когда вы уже все глаза проплакали, когда вы раззевались, да не могу, и в конце, когда я говорю заклинаю или заклято, вы 3 раза тем же острием слегка проносите, касаясь своих губ, нижней губы 3 раза, и закрывайте булавку на своей рубашке или ночнушке. Вы можете снять, естественно, можете поменять одежду, и ребенку в том числе, но эту рубашку не стирать. Его нужно класть под его голову, если вы читаете ребенку. Вы можете на нем закрепить булавку, а можете закрепить и потом снять эту рубашку и положить под подушку. Точно так же и со своей вещью. 3 дня эту вещь стирать нельзя. Вы должны будете провести для верности 3 ночи кряду, только в сумерки. Никакого коллективного лечения быть не может. Это совершенно иное, это очень интимная часть вашей жизни. И шепотом, где бы вы ни включили, эти слова имеют огромную силу. И шепот ведьмы, он пробуждает. Почему говорят, что просто так нельзя произносить определенные слова, просто так нельзя включать какой-то заговор, заклинание, потому что вы призываете эту силу, даже не желая того. Поэтому просто так включать нельзя. Вот если вы чувствуете, что ваши силы на исходе, что в семье творится черти что, этот заговор вас поднимет на ноги, просто поставит на ноги, заставит жить, действовать. Это изначальный этап, но это самый важный этап. Это все равно, как реанимировать человека. Пока человек лежит, пока человек умирает, это в физическом плане, нет никакого смысла ему там приносить отвары, лекарства. Сначала надо завести его сердце, вернуть его к жизни, а дальше уже лечить его тело. Вот то же самое, только в тонком плане происходит в магии. Сначала вернуть человека к жизни, заставить жизнь, поставить на ноги, а потом дальше сам человек чистками, заговорами, призывом удачи и так далее заставить себя жизнь, поменять свою жизнь. Но иногда бывает, что порча либо с глаз, либо зависть, либо ненависть, которая собирается воедино и бьет очень сильный энергетический удар, наносит человеку, оно настолько сильное, что у человека нет сил даже себя чистить, нет желания это делать. Он только до этого доходит, что-то случается. Особенно сонливость, усталость, разбитое состояние. И в итоге человек тянет это очень долго, пока просто не будет либо поздно, либо не потерять работу, семью, а потом начинает с нуля восстанавливать. Итак, я вам объяснила, как это сделать. 3 ночи кряду. Через 3 дня, 3 ночи вы это провели, на следующий день вы можете эту рубашку там постирать, делать что угодно, можете не постирать, можете оставить еще на 3 дня, если вам не срочно. Да, если вы заговариваете ребенка, если, например, у ребенка плохое состояние, если маленький ребенок капризничает, не спит ночами, температура поднимается беспричинно, заговаривайте, в эти 3 дня ребенка старайтесь не целовать. Можете говорить, любить, обнимать, не целуйте. Постарайтесь. Оно, конечно, не уйдет сразу, весь эффект заговора, но в любом случае уменьшится эффект. Итак, начнем. Своему ребенку до 14 лет вы можете провести. Дальше можете объяснить ребенку, и он сам может это сделать. Потому что это не самостоятельное проведение чистки, это помощь. Я начала постепенно открывать больше и больше врат. Я понимаю, что люди должны быть готовы. Только тогда можно им дать эти работы. Но когда мои работы, например, изгнание злых духов голосом ведьмы дали эффект, и у людей начались перемены весомые, я поняла, что постепенно можно как бы дозированно, конечно, дать эти работы. Итак, начнем. Как бы странно вам ни показались эти шепотки, вы должны выполнить все то, что сказано.
И временами, когда я поплевываю, старайтесь делать то же самое.
заклинаю.